Совсем недавно китайский автопроизводитель Geely вывел на российский рынок новый кроссовер Atlas Pro. Об этом 30 декабря сообщил генеральный представитель бренда. Ориентировочно автомобиль будет представлен в России в первой половине 2021 года. В январе кроссовер Geely Atlas Pro успел пройти российскую сертификацию. В Китае такой кроссовер дебютировал еще летом под локальным названием Geely Boy Pro. У него изменены и внешность, и салон, и даже техническая начинка. По габаритам Geely Atlas Pro длиннее и выше соплатформенного Atlas. От собрата его легко отличить по бамперам, иной радиаторной решетке и капоту, корпусам боковых зеркал, переработанным задним фонарям с багажной дверью и полностью светодиодной оптики, которая по умолчанию доступна даже в базовой комплектации. Снаружи Geely Atlas Pro демонстрирует привлекательный, выразительный, современный и пропорциональный облик. Но все же писаным красавцем он точно не является. Нахмуренную физиономию автомобиля украшают небольшие фары со светодиодными подводками ходовых огней, рельефный капот, стильная радиаторная решетка, а его подтянутая корма несет на себе изящные двухсекционные фонари, крупную крышу багажника и аккуратный бампер с парой фигурных выхлопных патрубков. Сбоку компактный SUV отличает сбалансированным и весьма динамичным силуэтом со слегка покатой крышей, замысловатым изломом подоконной линии и крупными арками колес, определенной вседорожности которому добавляет неокрашенный пластик по нижней кромке кузова. Габариты автомобиля таковы: длина 4544 мм, ширина 1831 мм, высота 1713 мм, колесная база достигает 2670 мм. Автомобиль оснащен системой вызова экстренных оперативных служб, функцией контроля давления воздуха в шинах, подушками безопасности, а также мультимедийной системой. Дополнительно кроссовер можно укомплектовать панорамной крышей с люком и адаптивным круиз-контролем. Интерьер тоже преобразился. Передняя панель и центральная консоль созданы заново. Селектор автоматической трансмиссии теперь не фиксируемый. Руль стал чуть меньше, а дисплей для виртуальных приборов наоборот вырос в размерах и сменил графику. Также в Geely сообщают улучшенное качество отделочных материалов и более эффектную контурную подсветку. Geely Atlas Pro стал первой моделью с медиасистемой нового поколения. Она имеет расширенный функционал для работы не только со смартфонами, но и с наручными часами X-Watch. Разработано специальное приложение для мобильных устройств, позволяющее быть на связи с автомобилем, в том числе с помощью таких X-часов. Внутреннее оснащение китайского кроссовера выполнено в соответствии с современными веяниями моды. Стильный трехспицевой мультируль с пухлым ободом, приплюснутым снизу. Полностью цифровая комбинация приборов с 12,3-дюймовым широкоформатным дисплеем и выразительная центральная консоль, заключающая на себе тачскрин медиацентра диагональю 12,3 дюйма и клавиши управления второстепенными функциями. Салон у Geely Atlas Pro пятиместный. Обитателям первого ряда положены кресла с достаточно рельефным профилем, широкими диапазонами регулировок и подогревом. Багажник рестайлингового Атласа скромен по объему, всего 397 литров, да еще и имеет значительную погрузочную высоту. Второй ряд сидений складывается двумя неравными секциями. Но совершенно ровного пола в таком случае не получится. Здесь устанавливается несколько силовых агрегатов. Первый атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,0 литра с тяговой мощностью 141 лошадиная сила и крутящим моментом 178 Нм. Второй турбодвигатель объемом 1,8 литра на 4 цилиндра с тяговой мощностью 184 лошадиные силы и крутящим моментом 285 Нм. И третий турбодвигатель объемом 1,5 литра на 3 цилиндра с тяговой мощностью 177 лошадиных сил и крутящим моментом 255 Нм.
Кстати, последний двигатель, трехцилиндровый, на 1,5 литра с наддувом, является гордостью Geely Automobile. Эту модель ДВС китайцы разработали общими силами с европейскими коллегами, в основном из Volvo Cars. Данный двигатель сегодня используется на кроссовере Volvo XC40. По слухам, китайская компания в ближайшем будущем намерена полностью избавиться от атмосферных бензиновых моторов. Их место должны занять современные ДВС с турбонаддувом. Касательно трансмиссии, производитель предлагает различные варианты КПП, от классической механики до преселективного робота TCT и полного автомата. Механика представлена шестиступенчатой коробкой производства фирмы G-Track. Автоматическая трансмиссия, как и механика, является шестидиапазонной. Коробка-автомат выпускает торговая марка Aisin. Роботизированная же трансмиссия использует 7 ступеней. Преселективные роботизированные КПП производит компания Ningbo UMD. Любопытно, что модификации Geely Atlas Pro с полным приводом оснащаются только роботизированной трансмиссией DCT на 2 сцеплениях. Планируется, что экспортные варианты обновленного кроссовера будут оснащаться лишь 1,5-литровой турботройкой. Этот мотор отличается крайне низким расходом топлива при условии солидного крутящего момента и неплохой тяговой мощности. Стоит напомнить, что автомобиль Geely Atlas впервые появился в 2017 году. Сегодня он производится на белорусско-китайском предприятии BelG, которое территориально находится под Жодино. Главным отличием белорусского Атласа от китайского является наличие антикоррозийной защиты днища. Модель белорусского производства уже в базе имеет качественный антикор. Кроссовер Geely Atlas Pro является сегодня наиболее продаваемым китайским автомобилем в Беларуси. Что касается других стран Европы, то китайский Geely Atlas входит сегодня в десятку самых продаваемых кроссоверов. В своей категории Geely Atlas Pro является прямым конкурентом таких автомобилей, как Hyundai Creta и Renault Duster. Китайский кроссовер подкупает надежным производительным и экономичным двигателем, качественной трансмиссией, превосходной подвеской и богатым оснащением. Касаемо ценника на данное авто, то за старшую модификацию Атласа с полным приводом и шестиступенчатым автоматом сегодня просят около $20 тысяч. На этом все, спасибо, что были с нами. Если данное видео вам понравилось, то рекомендуем подписаться на наш канал.